Они собирают переполненные стадионы на всех континентах, возглавляют главные музыкальные чарты планеты и кажутся абсолютно неприкосновенными небожителями. Но мировая слава имеет обратную, пугающую и глубоко трагичную сторону. Быть участником BTS – это не только купаться в любви миллионов преданных фанатов, но и каждую секунду находиться под прицелом. В буквальном смысле этого слова. Жизнь этих 7 парней уже много лет напоминает шпионский триллер, где за яркими вспышками софитов скрываются реальные уголовные дела, преследования сталкеров, скоординированные атаки хейтеров и прямые обещания физической расправы. За каждым их шагом следят не только любящие глаза, но и те, кто одержим идеей причинить им вред. Сегодня мы детально разберем все самые громкие, пугающие и задокументированные случаи угроз и покушений на жизнь участников группы BTS. Мы заглянем за кулисы безупречной безопасности и узнаем, почему к защите артистов приходилось привлекать полицию разных стран и даже агентов ФБР, и какую страшную цену парням приходится платить за статус главных звезд современности. Чтобы понять, как группа пришла к необходимости нанимать беспрецедентный штат телохранителей, нужно вернуться в 2015 год. Это было время, когда BTS только начинали свое восхождение на мировой музыкальный Олимп, завоевывая международный рынок. В рамках своего тура по Соединенным Штатам Америки группа приехала в Нью-Йорк. Парни были окрылены успехом, охотно общались с прессой и ждали встречи с американскими фанатами. Однако именно тогда индустрия кей-поп впервые осознала, насколько уязвимы молодые артисты перед лицом сетевого безумия. После одного из интервью лидера группы, Ким Намджуна, известного как РМ, в социальной сети Twitter появился пугающий пост. Неизвестный пользователь опубликовал фотографию боевого пистолета и добавил подпись, которая повергла в шок весь фандом. В сообщении говорилось, что автор собирается застрелить Намджуна, как только начнется зона хай-тач, традиционная часть концерта, где фанаты могут подойти близко к айдолам и дать им 5. Ситуация накалилась мгновенно. Организаторы концерта и представители агентства Big Hit не могли рисковать жизнями парней. В Нью-Йорке было принято беспрецедентное и крайне тяжелое решение. Финальная часть шоу была полностью отменена, парням запретили выходить к зрителям, а саму группу под усиленной охраной экстренно эвакуировали со стадиона прямо в отель. Позже, когда полиция начала проверку, владелец аккаунта удалил страницу и заявил, что это была всего лишь глупая шутка ради привлечения внимания. Но для BTS это стало жестким сигналом. Мир за пределами Южной Кореи может быть смертельно опасен, а слова в интернете могут в любой момент превратиться в реальные пули. Однако, если для Намджуна это был единичный, хоть и крайне стрессовый инцидент, то для другого участника группы, Пака Чимина, угрозы физической расправы стали регулярным кошмаром, растянувшимся на несколько лет. Чимин, пожалуй, чаще всех остальных мемберов, становился главной мишенью для радикально настроенных антифанатов. 5 недель! Возглавляет чарт 5 недель подряд! Армии сделали все возможным. Да, мы знаем, что все случилось благодаря вашей огромной поддержке. Поэтому нам казалось, что мы должны провести V-Live в разгаре расписания, чтобы показать нашу благодарность. В такой спешке. Мое лицо! 300 тысяч армий здесь! Цвет на стене. Итак, ребята, в этом вся заслуга армии. Что мы можем быть номер 1 и на 6-й неделе. Теперь, когда Шуга это сказал, не игра. Мы гадаем 5 недель или 6. Кто бы мог подумать. Даже в игре событие не длится первое место было тогда нашей целью всей жизни. Про 5 недель. Самый громкий и пугающий случай произошел в 2017 году, как раз перед масштабным концертом группы в Анахайме, штат Калифорния. В сети появился аккаунт под зловещим названием «Анонимный пулемет». Автор этого профиля не просто сыпал оскорблениями, он выложил детальный, хладнокровный план убийства Чимина. Нападающий утверждал, что пронесет оружие на стадион и застрелит артиста в тот самый момент, когда Чимин будет исполнять свою сольную песню «League». Чтобы доказать серьезность своих намерений, аноним публиковал фотографии мертвых животных, оружия и даже карту зрительного зала с отметками, откуда удобнее всего произвести выстрел. Паника среди фанатов была колоссальной. Тысячи армий со всего мира начали штурмовать аккаунты агентства и полиции Анахайма с требованиями защитить артиста. Big Hit отреагировали мгновенно, заявив, что они полностью контролируют ситуацию и усиливают меры безопасности.
Концерт состоялся, но атмосфера за кулисами была наэлектризована до предела. К счастью, шоу прошло без происшествий, но этот инцидент не остановил безумцев. Уже в следующем, 2018 году, история повторилась с еще большим размахом. Перед выступлением BTS в городе Форт Уэрт, штат Техас, другой интернет-террорист оставил сообщение на одном из анонимных форумов. Он написал, что собирается лишить Чимина жизни во время концерта 16 сентября. И снова были указаны конкретные детали, включая калибр оружия. На этот раз к делу подключились не просто местные охранные структуры, а полиция Техаса и Федеральное бюро расследований США. ФБР официально подтвердила, что воспринимает эти угрозы со всей серьезностью и ведет скрытое расследование по поиску автора постов. Gradus напряжения был настолько высок, что Чимину пришлось лично комментировать эти угрозы на официальной пресс-конференции перед туром. 굉장히 조금 이런 일이 있어서는 안 되겠지만 최근에 보면 이제 지민 군이 그 여러 가지 뭐 아주 안 좋은 협박 같은 걸 많이 받고 이랬잖아요. 그래가지고 아마 팬분들도 많이 걱정을 했을 테고. 저도 지켜보니까 참 안타깝고 본인도 스트레스가 어마어마했을 것 같은데. Парень держался невероятно мужественно. Он улыбался и говорил журналистам, что не хочет волновать фанатов, что он полностью доверяет стафу и верит, что все будет хорошо. Но за этой маской спокойствия скрывался колоссальный стресс. В дни техасских концертов меры безопасности на стадионе напоминали режим на секретном военном объекте. Посетители проходили через тройной кордон досмотра, все сумки должны быть строго прозрачными, а металлодетекторы реагировали на малейшую деталь. Вокруг самой сцены стояла стена из профессиональных телохранителей, готовых в любую секунду закрыть парней своими телами. Парадокс популярности BTS заключается в том, что опасность для их жизни и здоровья исходит не только от тех, кто их ненавидит. Зачастую гораздо более страшную угрозу представляют те, кто заявляет о своей безумной любви. Речь идет о так называемых сасенах, радикальных сталкерах, чья привязанность к артистам переходит все границы закона и здравого смысла. Сасены не видят в участниках BTS людей, для них они – собственность, трофеи, которые нужно заполучить любой ценой, и эта одержимость регулярно создает ситуации, которые едва не заканчиваются трагедией. Особенно остро эту проблему всегда ощущал Ким Тэхён, известный как Ви. Во время одной из своих редких и очень откровенных прямых трансляций он с грустью в голосе признался, почему группа больше практически никогда не летает обычными коммерческими авиарейсами. Оказалось, что Сасан-фанаты научились незаконно выкупать базы данных авиакомпаний. Они заранее узнавали, какими рейсами летят BTS, и скупали билеты на соседние кресла. Тэхён рассказывал, как пугающе это выглядит в реальности. Ты заходишь в самолет, пытаешься отдохнуть во время многочасового тяжелого перелета, а прямо перед тобой, сбоку или сзади сидят люди, которые безотрывно смотрят на тебя, снимают на скрытые камеры, пытаются дотронуться, пока ты спишь, или заговорить. Это тотальное нарушение личного пространства доводило парней до паранойи. Из-за этого агентство перевело группу на частные джеты. Не из-за роскоши, а исключительно ради того, чтобы обеспечить артистам элементарную безопасность и психологический покой на высоте 10 тысяч метров. Но если в небе private-джеты спасают, то на земле, на обычных дорогах, BTS регулярно подвергались смертельной опасности из-за безумных автомобильных погонь. В Южной Корее существует целая индустрия так называемых сасен-такси. Это водители на мощных автомобилях, которых сталкеры нанимают за огромные деньги, чтобы те преследовали минивэны артистов. Представьте себе картину: глухая ночь, трасса, минивэн, в котором уставшие после многочасового концерта участники BTS пытаются поспать. И вдруг их начинают зажимать, подрезать и преследовать несколько тонированных машин. Водители Сасан-такси идут на любые нарушения правил дорожного движения, устраивают опасные маневры на огромной скорости, подрезают микроавтобус группы, пытаясь заставить его остановиться или хотя бы притормозить, чтобы сидящие внутри фанаты могли сделать размытый снимок через стекло. Несколько раз такие безумные гонки приводили к аварийным ситуациям и легким ДТП. Парни чудом избегали серьезных травм, но психологический ущерб от осознания того, что ты можешь погибнуть на трассе просто потому, что кто-то хочет сфотографировать твое испуганное лицо, невозможно измерить. Младший участник группы, Чон Чонгук, тоже неоднократно сталкивался с пугающими проявлениями сталкеризма, которые граничили с угрозой безопасности. Чонгук очень любит общаться с фанатами через прямые эфиры, часто проводя их прямо из своих номеров в отелях во время мировых туров.
И зрители не раз становились свидетелями жутких сцен. Во время одной из трансляций в комнате Чонгука начал беспрерывно звонить стационарный телефон. Он поднимал трубку, на том конце провода молчали или дышали. Как только он вешал трубку, звонок раздавался снова. Сталкеры находились в том же отеле, вычисляли номер Чонгука через подкупленный персонал и буквально стояли под его дверью, проверяя, реагирует ли он на их звонки в режиме реального времени. В другой раз Чонгук прямо во время эфира открыто обратился к преследователям, попросив их прекратить звонить на его личный мобильный номер, который они где-то раздобыли, потому что это переходит все границы и пугает его. Ощущение того, что твое личное пространство взломано, а за дверью твоего номера может стоять неадекватный человек, способный на все. Это то, с чем Чонгуку приходится жить постоянно. С годами, когда участники BTS стали взрослее и начали активно развивать свои сольные проекты, характер угроз несколько изменился, но их интенсивность не снизилась. Напротив, с развитием цифровых технологий и появлением специализированных платформ вроде Weverse, а также анонимных международных форумов, хейтеры получили новые инструменты для психологического и физического террора. В последние годы скоординированные атаки все чаще были направлены на старшего участника группы Ким Сокджина и Ким Тэхёна. Определенные группы антифанатов создавали закрытые сообщества, где детально обсуждали, как нанести вред артистам во время их публичных выходов на ковровые дорожки, модные показы или во время прохода через терминалы аэропортов. Злоумышленники публиковали фотографии холодного оружия, баллончиков с кислотой и детально расписывали, как легко можно затеряться в толпе встречающих фанатов, подойти на близкое расстояние и совершить нападение. Они утверждали, что айдолы зажрались и их нужно наказать. Эти сообщения не были просто сетевым шумом. Каждое такое заявление тщательно анализировалось службой безопасности HYBE, материнской компании агентства. Осознавая, что старые методы охраны больше не работают, руководство компании полностью перестроило систему защиты своих главных артистов. Если вы посмотрите на кадры из аэропортов пятилетней давности и на современные видео, вы заметите колоссальную разницу. Вокруг BTS теперь выстраивается живая стена, периметр безопасности увеличился втрое, парней сопровождают десятки профессиональных телохранителей, прошедших специальную подготовку в элитных подразделениях. Они используют специальные тактические построения, чтобы полностью изолировать мемберов от толпы. Более того, юридический отдел HYBE занял максимально жесткую, бескомпромиссную позицию. Они отказались от практики прощения и мировых соглашений. Теперь компания официально нанимает ведущие юридические фирмы по всему миру, которые отслеживают авторов угроз, раскрывают их анонимные личности через суды и доводят дела до реальных тюремных сроков за сетевой терроризм, шантаж и угрозы убийством. Южная Корея и международные суды уже вынесли десятки приговоров в отношении таких сетевых бойцов, заставив многих понять, что за слова в интернете приходится расплачиваться реальной свободой. Не стоит забывать и о том, какая колоссальная нагрузка в вопросах безопасности ложится на плечи самого фандома группы – ARMY. Очень часто именно бдительность обычных фанатов спасала парней от потенциальных трагедий. Фандом BTS устроен как огромная, высокоорганизованная структура. Во всех крупных социальных сетях существуют специальные фанатские базы данных и так называемые отряды защиты. Как только в любой точке интернета, будь то англоязычный форум, корейский блог или латиноамериканский чат, появляется подозрительный пост с намеком на угрозу в адрес любого из участников BTS, фанаты не вступают в дискуссию с автором. Они мгновенно делают скриншоты, собирают ссылки, архивируют данные, переводят текст на корейский и английский языки и по специальным защищенным каналам отправляют отчеты прямиком в юридический отдел компании. Тысячи таких писем обрабатываются ежедневно. Именно благодаря этой синергии между многомиллионной армией любящих людей и профессиональной службой безопасности ни одна из страшных угроз, к счастью, так и не была реализована в физическом мире. Но какая атмосфера царит внутри самой группы, когда они знают обо всем этом? Представьте, каково это – выходить на сцену перед десятками тысяч людей, зная, что где-то среди этой ликующей толпы может находиться человек, который обещал тебя убить. Каково это – петь, танцевать, отдавать всю свою энергию, но при этом боковым зрением постоянно искать потенциальную угрозу и вздрагивать от каждого слишком громкого или резкого звука, не предусмотренного сценарием шоу. Участники BTS редко говорят об этом открыто, чтобы не ранить своих поклонников и не показывать слабость перед врагами.
Но их редкие признания, грустные взгляды в аэропортах и тяжелые вздохи во время трансляций говорят громче любых слов. Они – живые люди. Им бывает страшно. Они испытывают колоссальное психологическое давление, и то, что они продолжают улыбаться, творить и выходить к людям – это проявление невероятной силы духа и профессионализма высшей пробы. Они прекрасно понимают, что их популярность – это палка о двух концах. С одной стороны, абсолютная любовь, с другой – абсолютное безумие. Безумный успех BTS изменил не только музыкальную индустрию, но и стандарты безопасности в сфере развлечений. Сегодня кей-поп-компании тратят миллионы долларов на защиту своих артистов, понимая, что ментальное и физическое здоровье звезд – это самый ценный и в то же время самый хрупкий ресурс. Случаи с BTS показали всему миру, что сталкинг и сетевые угрозы – это не безобидное хобби подростков, а серьезное психическое отклонение и уголовное преступление, которое может разрушить жизни.